Рюте прилетел в Киев, Зеленский отчитывается о 50 миллиардах на оборону. Израиль и Ливан договорились, но за этим соглашением скрывается кое-что важнее самого перемирия. Гингрич сказал то, о чем в Белом доме думают, но не говорят. Трамп уже победил, осталось одно. Всем привет! Сегодня без предисловий, сразу к делу. Медиашот на связи, с вами Александр. В Киеве прошло заседание Совета Украина-НАТО, впервые прямо в украинской столице. Это не просто протокол, это сигнал. Зеленский на пресс-конференции с Рюте выдал цифру, которую мало кто ожидал услышать вслух. В настоящее время Украина направляет на производство оружия около 45-50 миллиардов долларов в год. Нам удалось достичь, на мой взгляд, очень высокого уровня. Мы должны обеспечить достаточный уровень как для производства, так и для армии, и не только на данный момент, на эти годы, но и на более долгосрочную перспективу. 45-50 миллиардов долларов в год на производство оружия. Украина, страна, которая 3 года назад просила патроны, сейчас это якобы один из крупнейших оборонных бюджетов в регионе. Зеленский подчеркнул, это не помощь извне, это внутреннее производство, круглосуточное, системное, долгосрочное. Вы правда думаете, что это так на самом деле и такой масштаб возник сам по себе без серьезной архитектуры за кулисами? Отдельная тема – противовоздушная оборона. Киев больше не хочет зависеть от очереди на американский Patriot. А очередь – реальная проблема. ПАК-2 и ПАК-3 расписаны до 30 года. Украина ведет переговоры с заказчиками, ищет инструменты для немедленной оплаты, чтобы сдвинуть сроки. Параллельно собственный проект антибаллистики. С Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией. Европе нужно быстрее продвигаться в реализации собственного проекта по противоракетной обороне. Это нужно всем нам. Мы уже работаем с несколькими странами. С Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами над созданием европейского противоракетного потенциала. Это очень сложный, но очень нужный проект. Тяжелый проект, как признал сам Зеленский, но безальтернативный. Журналисты подняли болезненную тему – якобы российские дроны на территории НАТО. Зеленский прямо назвал это политическим давлением. Путин тестирует реакцию Альянса и проверяет чужие системы противовоздушной обороны. Рютте – солидарность и жестко. Каждый сантиметр территории союзников будет защищен. Украина добивается все больших успехов, не только на передовой, но и в нанесении ударов по территории противника, чтобы снизить способность России продолжать эту войну. И иногда это приводит к вторжениям в воздушное пространство стран НАТО. Но давайте не будем забывать, с чего все началось. Все началось с абсолютно безрассудной агрессивной войны России против Украины. И тогда это никого не беспокоило. Зеленский добавил, Украина работает исключительно по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам, зеркальный ответ, и предупредил, массовость ударов будет только расти. Мы ответили соответствующим образом. Но, видите ли, мы наносим удары исключительно по нефтеперерабатывающим заводам или по военным объектам, по справедливым целям. Именно так поступает Украина. Они должны знать, что если они будут использовать дроны и ракеты против нас, мы будем делать то же самое. И вопрос времени, когда мы сможем увеличить масштабы нашего ответа. Интересный момент. Украина сама не справляется с потоком российских дронов. Patriot ждать до 30-го, собственная антибаллистика еще в разработке. Но при этом уже отправляет своих экспертов учить Румынию и Балтию. Парадокс? Или политический расчет? Показать Альянсу свою ценность любой ценой. Вашингтон сделал то, что многие считали невозможным, усадил Израиль и Ливан за один стол. Уже 4-я трехсторонняя встреча, и на этот раз конкретный результат – режим прекращения огня. Но с условием, он держится ровно до тех пор, пока Хезболла не прекратит удары и не выведет боевиков с юга Ливана. Плюс пилотные зоны, где контроль переходит исключительно к ливанской армии. Впервые за долгое время речь идет не о временном затишье, а о реальной архитектуре безопасности. Эти шаги позволят продвинуться к заключению всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности. Все страны подтверждают, что вопрос о будущих отношениях между Израилем и Ливаном должны решать два суверенных правительства. Они отвергают любые попытки государств или негосударственных субъектов сделать будущее Ливана предметом торга.
Ключевое слово здесь не государственного субъекта. Это про Хезболлу. И все участники встречи прекрасно понимают, о ком речь. И вот вопрос. Если Хезболла теряет позиции на юге Ливана, кто заполнит этот вакуум и насколько быстро ливанская армия способна его контролировать? Иран в этой конструкции назван прямо как дестабилизирующая сила, поддерживающая прокси-группировки и мешающая региону выстроить нормальный порядок. Рубио уже заявил публично. Хезболла – враг не только Израиля и Америки, но и самого Ливана. Соединенные Штаты подчеркнули свое намерение оказывать поддержку вооруженным силам Ливана с целью повышения их боеспособности и обеспечения эффективного осуществления суверенитета на всей территории Ливана. Они обратили особое внимание на заявление госсекретаря Рубио от 2 июня о том, что Хезболла – это враг не только Израиля и Америки, но и Ливана. Вашингтон берет на себя роль гаранта. Штаты обязуются помочь ливанской армии нарастить потенциал деньгами, обучением, оснащением. Взамен Бейрут берет на себя обязательство восстановить реальный контроль над собственной территорией. Схема понятная. Вопрос, выполнимая ли? Потому что Хезболла – это не просто вооруженная группировка, это политическая сила, глубоко встроенная в ливанское общество. Лишить ее военного потенциала на бумаге – одно, полностью вывести реально – совсем другая история. Обе стороны договорились возобновить обсуждение политических вопросов и вопросов безопасности на неделе с целью достижения всеобъемлющего соглашения. Соединенные Штаты согласились продолжать содействовать диалогу между двумя сторонами в этот период. На самом деле то, что происходит между Израилем и Ливаном, это часть большой американской перестройки Ближнего Востока. Иран ослаблен, Хезболла под давлением, Саудовская Аравия и Израиль сближаются, Вашингтон дирижирует, и каждый новый раунд переговоров – еще один кирпич в этой конструкции. Следующая встреча рабочих групп 22 июня. Смотрим, как процесс будет развиваться дальше. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич вышел в эфир и заявил прямо: Трамп в шаге от исторической победы над Ираном. И аргументы у него конкретные. 3 фактора. Именно на них, по мнению Гингрича, строится американская стратегия. Первый – коалиция. Трамп собрал на Ближнем Востоке альянс, которого не было никогда. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар – все в одной связке с Вашингтоном и Израилем. Он фактически собрал коалицию, в которую входят такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, а также весь процесс с Гутерришем. В результате у него, вероятно, самая большая коалиция в регионе за всю историю. Так что он действует как лидер коалиции. Исторические арабские монархии и Израиль – непримиримые противники. Трамп это изменил. Общий враг Иран сделал то, что десятилетия дипломатии не могли сделать. Второй фактор – экономическое давление. Блокада и санкции бьют по Ирану жестко. Кроме того, я думаю, что давление, которое они начинают оказывать с помощью таких мер, как блокада, которая оказывает огромное влияние на иранскую экономику, дает им преимущество. Иранская экономика и до конфликта была под огромным давлением. Сейчас еще хуже. Блокада Ормуза отрезает Тегеран от нефтяных доходов. Резервы тают. Население недовольно. Третий фактор – ядерная угроза. Гингрич говорит прямо: Иран с ядерным оружием – это не региональная проблема, это угроза американским городам. Особенно если вспомнить, что опасность заключается в том, что иранцы, которые религиозно мотивированы, очень фанатичны. Я заинтересован в том, чтобы получить ракеты и ядерное оружие для уничтожения Нью-Йорка. Или Бостона, или Вашингтона, или Чикаго. То, что делает президент, исторически необходимо. И я почти убежден, что он добьется успеха. Жестко. Но именно так республиканцы продают этот конфликт американскому избирателю не как геополитическую игру, а как защиту собственных городов. Это работает. На самом деле Гингрич не просто комментатор. Это человек, который формирует нарратив для республиканской базы. И его уверенность в победе Трампа – это не анализ. Это политический месседж. Белый дом выигрывает. Верьте, терпите, поддерживайте. Цены на бензин растут, мировая торговля замерла, американцы платят за блокаду из своего кармана, но Гингрич говорит: все это временно, победа близко, осталось чуть-чуть. Верить или нет, каждый решает сам.
НАТО в Киеве – это не визит вежливости, это заявка на долгосрочное присутствие. Израиль и Ливан за одним столом еще год назад это казалось фантастикой. Гингрич говорит о победе над Ираном как о деле решенном, но цена этой победы пока никем не подсчитана. Пишите в комментариях, как думаете, Украина действительно производит оружие на 45 миллиардов в год, или это цифра для Рюте? Интересно ваше мнение, читаю все. Лайк, если было полезно. Подписка, если еще не с нами. Я, Александр, увидимся в следующем выпуске. Пока!